Вас в пресс-клубе «Зеленая лампа». Напоминаю тем, кто пришел к нам сегодня первый раз, что наши мероприятия, как и все мероприятия, которые проводятся в нашем пресс-клубе, проходят в онлайн-трансляции. Примерно через час-полтора по окончании полное видео будет выложено на нашем сайте пресс-клуба «Зеленая лампа», для просмотра в постоянном доступе. Итак, мы все знаем уже, что в Санкт-Петербурге 3-4 сентября пройдет Контрсаммит, крупномасштабный международный форум. Вот, по мнению его организаторов, он призван стать альтернативой сентябрьскому саммиту G20 и выработать принципы новой, не основанной на Вашингтонском консенсусе, как сейчас заявляют организаторы, экономической и социальной политики. В организованной международной инициативой «Постглобализация» Контрсаммите примут участие всемирно известные эксперты. Это и политики, и экономисты, и социологи из различных стран Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки. И я вам сейчас представлю наших уважаемых гостей, уважаемых экспертов, которые прибыли сегодня к нам на эту пресс-конференцию. Это Кевин Данахер, США, это Диана Агуар, Бразилия, это Самир Амин. Не подошел, да, Самир Амин? Самир Амин пока вот не подошел, но вроде бы его внизу, да? Мы его увидим. Надеемся, что увидим. Что увидим, да, спасибо большое. Лонг Ю, Китай, и Борис Кагарлицкий, Россия. И я с удовольствием сейчас передам слово Борису Кагарлицкому. Борис, будьте добры. Цель саммита, который откроется завтра у нас, Контрсаммит, будьте добры, вот немножко об экспертах, которые к нам сегодня пришли, потому что многим журналистам Петербурга, может быть, они неизвестны. Вот коротко о каждом, если можно. И основная цель, ради которой вы собираетесь в Петербурге. Пожалуйста. Большое спасибо организаторам пресс-конференции «Зеленой лампы». Большое спасибо, что нам предоставили здесь помещение. Большое спасибо журналистам, которые сюда пришли. И я думаю, что мы сможем эти 2,5 дня сделать для вас достаточно содержательными и интересными. Что касается контрсаммитов. Сама по себе форма контрсаммита существует уже, по крайней мере, 1,5 десятка лет. И это своего рода традиция. То есть, по крайней мере, начиная с 2000 года, все сколько-нибудь крупные саммиты, все сколько-нибудь крупные встречи на высшем уровне, прежде всего встречи Большой Восьмерки, сопровождаются альтернативными мероприятиями. Смысл этих мероприятий стоит не только в том, чтобы предоставить другую точку зрения, или чтобы подвергнуть критике то, что говорится на официальных мероприятиях. Смысл этих мероприятий стоит еще и в том, чтобы показать, как те же самые проблемы рассматриваются не сверху, а снизу. То есть есть определенный набор принципов, на которых построены уже на глобальном уровне международные отношения и подобного рода встречи. Это то, что как раз получило название Вашингтонского консенсуса. Это включает в себя, во-первых, все-таки доминирующую роль Соединенных Штатов, и все эти мероприятия, все эти международные саммиты построены именно вокруг Соединенных Штатов, вокруг их повестки, вокруг их доминирования, и все остальные должны как-то к этому относиться, но так или иначе они являются ведомыми в данной ситуации. Это принципы так называемого экономического неолиберализма, когда поощряется прежде всего свободный рынок, поощряется приватизация, поощряется демонтаж социального государства, так называемое создание инвестиционного климата. Да? То есть, что такое создание инвестиционного климата? Значит, что инвесторы освобождаются от любых ограничений, или по возможности освобождаются от ограничений в сфере экологии, в сфере трудовых прав, в сфере социальных прав и так далее. Это ограничение социальных расходов и так далее. Иными словами, это та политика, которая привела нас к кризису. И на протяжении 1,5 уже десятилетий эта политика подвергается очень острой критике со стороны экспертов, со стороны общественности, со стороны социальных движений. Но до недавнего времени эту критику, естественно, не слушали. Но, что называется, пока все шло более или менее хорошо, можно было делать вид, что критика не аргументирована, не обоснована. А сейчас ситуация несколько иная. Она интересна именно потому, что, в общем-то, и глобальные элиты тоже понимают, что надо что-то менять. В этом смысле наш контрсаммит очень важен.
Потому что понимание того, что ситуация зашла в тупик, что нужны перемены, это понимание есть не только у нас, оно есть и наверху. Но проблема в том, что нам гораздо легче критиковать, чем им решиться на какие-либо серьезные перемены и изменения. Вот в этом месте, позвольте, я вас перебью, Борис, на одну секунду. Мне кажется, еще очень важным, и это стоит подчеркнуть нашим уважаемым коллегам, которые присутствуют здесь, что разговор будет не только на вашем контрсаммите о критике, но вы будете предлагать конкретные решения по определенному кругу проблем. Совершенно это верно. Очень важно. Совершенно верно. В обращении, которое было подписано несколькими десятками людьми во всем мире, которое было издано от имени международной инициативы «Постглобализация», это инициатива, которую мы создали в Тунисе во время Всемирного социального форума в марте, было сказано, что настало время перейти к обсуждению конкретных решений. Причем, понимаете, это большая проблема как раз до сих пор была контрсаммита, альтернативных разных мероприятий, Всемирного социального форума, особенно Европейского социального форума, что мы все время говорили, другой мир возможен, и пытались нарисовать некую идеальную картину, как можно было бы по-другому в неком идеальном мире. Может быть, на определенном этапе это было важно, чтобы просто показать, что могут быть иные принципы, иные подходы. Но сейчас проблема в том, что мы имеем дело с конкретной реальностью, которую нужно менять, которую нужно приводить в порядок, что называется. И в этом смысле, скажем, невозможно вообще говорить, допустим, о той же даже бесплатности образования, нужно говорить о том, как выводить образование из того кризиса, в котором оно уже сейчас находится. То есть одно дело нарисовать общий план какого-то города солнца, да, а другое дело конкретный город, который находится в руинах, перестраивать, восстанавливать и так далее. То есть мы уже подготовили сейчас предварительные документы, потому что была большая подготовительная работа, и инициаторы разных рабочих групп, в свою очередь, посылали уже абстракт или summary своих предложений, которые будут обсуждаться, поэтому уже есть проект итогового документа, просто мы не можем сейчас его озвучивать, и, естественно, мы должны его обсуждать, но там речь идет именно о конкретных предложениях, о конкретных вопросах, и мы пытаемся быть максимально конструктивными. Мы не выступаем в роли вот той самой бабы-яги, которая всегда против. Если где-то мы совпадем с тем, что говорят на официальном саммите, то тем лучше. Для меня всегда это скорее плюс, потому что я говорю, в таком случае, значит, мы были правы. Если они теперь соглашаются с нами, это значит, что мы с самого начала были правы. Нет необходимости всегда говорить только против, но нужно показать необходимость радикальных и достаточно далеко идущих серьезных шагов, потому что сейчас общая тенденция такова, что на уровне политических, государственных и так далее элит стали признавать необходимость многих вещей, признавать необходимость регулирования, признавать необходимость корректировки курса, признавать необходимость бороться с офшорами, например, и так далее. Но, что называется, слишком мало и слишком поздно. Задача стоит в том, чтобы ускорить этот процесс и придать ему импульс, в том числе содержательный. То есть, какие конкретные меры могут быть проведены и вокруг каких конкретных мер нам нужно вести кампанию. То есть нам нужно не просто сказать, что можно так и так, нам нужно нарисовать несколько конкретных реализуемых задач, и вокруг них вести общественную кампанию и на экспертном уровне, и на уровне социальных движений, на уровне лоббирования, на уровне публичной дискуссии, на уровне публикаций в прессе, опять же, обращаясь к журналистам и так далее. Иными словами, у нас достаточно большая и, в общем, вполне содержательная работа впереди. Теперь я хотел бы все-таки представить. Да, давайте мы сделаем так. Вот представляя эксперта, говорите круг его узкой специализации, круг его проблем, и, может быть, сразу несколько слов о его видении, тезисно этой проблемы. Пожалуйста, Борис. Ну, давайте начнем справа налево. Справа от меня сидит мой старый друг Кевин Данахер, организатор очень известной в Соединенных Штатах группы Globalization Monitor, и один из тех, кто сыграл решающую роль в организации протеста в Сиэтле в 1999 году, и человек, который занимается как вопросами экологии, так вопросами социальной самоорганизации низовой, да, в том числе на городском уровне Сан-Франциско, также вопросами международной торговли. Вы знаете, наверное, что есть такое движение, оно сейчас, кстати, и в России стало иметь какую-то известность, это fair trade. Вместо free trade, вместо свободной торговли появляется движение за честную, за порядочную торговлю. В чем дело? Потому что мы знаем, что
в системе мировой торговли сегодняшней отношения крайне неравные, крайне несправедливые, и это свобода для сильного. Свобода для сильного навязывает свои цены, свои условия. Ну, попросту говоря, если у вас нет прямого доступа к мировому рынку, то вы должны идти к перекупщикам, которые вас выведут на мировой рынок. Да? Соответственно, перекупщики будут вам диктовать цены и присваивать большую часть прибыли. Ну, хорошо известная схема. Кстати говоря, не надо нам рассказывать про мировой рынок. Мы прекрасно знаем, что такое доставить там яблоки из Ростовской области, допустим, в Санкт-Петербург. Да? Вот, поэтому есть движение Fair Trade, которое пытается наладить каналы для прямого доступа производителей, скажем, на мировой рынок. То есть это практические вещи, и Кевин не просто идеолог, там, не знаю, агитатор и трибун, но еще и вполне практичный человек, который устраивает очень практические и реально осуществляемые вещи, реально осуществляемые проекты. Диана Агуар из Бразилии, наша коллега, работала с нами над подготовкой Контрсаммита. Она является одним из инициаторов той самой постглобализации. И мы в Тунисе в марте нынешнего года, на прошлом Всемирном социальном форуме, как раз, собственно, контуры нынешнего Контрсаммита обсуждали. И, опять же, Диана, представитель страны БРИКС, то есть Бразилия, одной из ведущих поднимающихся мировых экономик, и надо сказать, что бразильская делегация здесь представлена очень активно и, как я уже сказал, на Контрсаммите, и на самом деле те же самые люди, возможно, будут и на официальном саммите, то есть, да, то есть это большая делегация, которая будет и на том, и на другом мероприятии. И Лонг Ю из Гонконга, активист профсоюзного движения, организатор профсоюзных сетей, свободных профсоюзов. И опять же это особенно важно, учитывая то, что сейчас так называемый трудовой демпинг, то есть снижение стоимости рабочей силы, является одной из важнейших социально-экономических проблем, в том числе, конечно, в Китае. Вернее, со стороны Китая по отношению к другим странам мира, но, соответственно, китайский рабочий класс тоже от этого страдает по понятным причинам. Вот, собственно говоря, кто у нас уже добрался до пресс-конференции, мы надеемся, что еще подойдет Самир Амин. Если он не подойдет, ну, значит, пока, к сожалению, без него будем проводить. Я думаю, что, может быть, мы начнем с Кевина. Да, с кого вы начнем? С Кевина, может быть? Мы начнем с Кевина. Пожалуйста. Kevin, please. Thank you. I will translate. So thank you very much for being here. I appreciate this is my first time to Russia. Enjoying myself. Кевин впервые приехал в Россию и очень этому рад. Кстати, мы его давно пытались получить, но вот только сейчас смогли. So before I make my comments about the global economy and post-globalization, why the conference is happening, I just want to make one comment about Syria. Но до того, как мы начнем говорить о постглобализации, о контрсаммите, о наших дискуссиях об экономике, я хочу сказать про Сирию. Within the United States, there are strong forces on the right that are pushing the Obama administration to intervene militarily in Syria. В Соединенных Штатах есть мощное правое лобби, которое давит на Обаму, пытаясь заставить его атаковать Сирию. Organizations on the left are saying, do not shoot missiles, do not intervene militarily, support diplomatic efforts to try and reach some kind of a peaceful settlement. Наоборот, левое крыло американской политики говорит, не надо бомбить, не надо стрелять, надо мирным путем урегулировать вопрос, надо работать дипломатическими средствами, чтобы добиться изменения ситуации. And my criticism goes beyond my own government. I am a professional critic of my own government, and I've written many books criticizing my government. But all outside parties should be criticized in the case of Syria. They are treating this as a football match with the outsiders picking sides, and it's the Syrian people who are the football. Но в данном случае речь идет о чем-то большем, чем о дискуссиях внутри американской политики и внутри американского правительства. Кевин говорит, что он что-то вроде профессионального критика американского правительства, он всегда его критикует, но в данном случае речь идет не только о правительстве, речь идет в том числе и о тех, кто критикует правительство, потому что американцы обсуждают ситуацию в Сирии, как будто бы сами сирийцы вообще ни при чем. То есть они это обсуждают как футбольный матч, где мячом является народ Сирии, который можно гонять в ту или в другую сторону, а надо помнить, что в конечном счете вопрос должны решать все-таки сами сирийцы. So morality
and social justice demand that we each take a position of outside parties should support peaceful settlement and not support more militarization of the conflict. И в условиях гражданской войны внешние силы, если они действительно заинтересованы в том, чтобы улучшить ситуацию народа Сирии, должны заботиться прежде всего о том, чтобы прекратить военные действия и, соответственно, не добавлять, в данном случае, масло в огонь, не подливать масло в огонь, не усугублять ситуацию еще своими дополнительными военными усилиями. If it were possible for war to bring peace, we would have had global peace already by now. Если бы с помощью войн можно было бы достигать всеобщего мира, то мир был бы давным-давно уже достигнут. So can I just make a few comments about post-globalization? Окей. Да, и теперь про постглобализацию. The crisis we face is environmental. Species, thousands of species of plants and animals are being destroyed. Кризис, который мы сейчас видим, это не в последнюю очередь кризис окружающей среды, и мы просто видим исчезновение большого количества биологических видов на планете. The topsoil of the planet from which we get our food is being destroyed. In the United States, we lose 3 billion tons of topsoil every year from industrial capitalist agriculture. 3 миллиарда тонн, собственно говоря, плодородного слоя земли в год теряется только в Соединенных Штатах благодаря тому, как развивается сейчас экономика. The forests are being cut down. The so-called lungs of the planet that create our oxygen are being destroyed. Уничтожаются леса, те самые леса, которые создают нам необходимый кислород. Greenhouse gases like carbon dioxide and methane are increasing, which are heating up the planet and causing climate chaos. И мы видим, как увеличивается количество газов, карбон-диоксид, я не помню химических терминов, ну, это, господи, как увеличивается концентрация этих газов в атмосфере, что приводит, тут Кевин подчеркивает, не столько к климатическим переменам, сколько к климатическому хаосу. Glaciers and the polar ice caps are melting rapidly. Быстро тают ледники. Ocean levels are rising, threatening major cities all around the world. Растет уровень океана, что грозит катастрофой ведущим городам в мире. And the core problem causing all of this is the transnational corporation, which has 3 major flaws. It is not И главные причины всего этого стоят в интересах транснациональных корпораций, которые имеют 3 основных черты. It is not rooted in place. Они не привязаны к какому-то месту, в этом смысле они совершенно не патриотичны, они не привязаны к локальным интересам. It is not green, it destroys the environment. Они безответственны в экологическом отношении. And it is not democratic, it is a hierarchy, a dictatorship. И они не имеют демократической структуры, иными словами, они являются диктатурами. So the solution, the antithesis, is the locally owned green economy. Ответом этому может быть локальная экономика, которая контролируется и которой владеют непосредственно на местах и которая ориентирована на экологические задачи. So what we see developing around the world at the grassroots is a new economic model that has a triple bottom line of social justice, environmental restoration and financial sustainability. И сейчас мы видим, как во всем мире поднимается новое экономическое движение, которое стремится к социальной справедливости, к финансовой самодостаточности и к экологической стабильности. Даже экологической реставрации, как выразился Кевин Данахер. Экологическая реставрация тоже очень интересный термин. So this finds many institutional forms. There's the fair trade movement, which is growing rapidly, which pushes capital down to the grassroots. Одной из форм является самое fair trade movement, то есть движение за приличную, порядочную торговлю.
crowdfunding, where people now through the internet are able to raise capital to start enterprise through many, many small investments. Опять же, краудфандинг, это уже термин английский известный нам в России, когда снизу собираются ресурсы для того, чтобы запускать новые предприятия. A rapid expansion of worker-owned cooperatives. Развиваются рабочие кооперативы, принадлежащие самим работникам. And social entrepreneurship, companies that are started with a social and environmental purpose, not just to make money. И также новые компании, которые создаются не для того, чтобы сделать деньги, а для того, чтобы решать в том числе и социальные или экологические вопросы. Local governments around the world are implementing policies to keep wealth within their community, within their city. Местные власти, местные правительства во многих местах, в многих странах пытаются предпринимать меры для того, чтобы ресурсы не уходили, чтобы они аккумулировались на местах. The internet is moving decision-making in a horizontal direction, whereas the ruling institutions are structured vertically as hierarchies. И господствующие институты устроены иерархически сверху вниз, в то время как интернет позволяет принимать решения за счет горизонтальных связей. So let me conclude with this. If we had global voting and we asked all the people of the planet, should we continue to destroy the environment or should we save the environment, we would win that vote. Если бы было глобальное голосование и все население планеты участвовало бы в нем, конечно, сторонники зеленой экономики давно победили бы. If we asked all the people of the world, should we shut down all of the militaries and put that money into healthcare and education, we would win that vote. А если бы был поставлен на глобальный референдум вопрос, нужно ли тратить деньги на вооружение или на образование и здравоохранение, то опять-таки понятно, кто бы победил. If we asked all the people of the world to vote, should women have equal opportunity with men, we would win that vote. Опять же, если бы был поставлен вопрос, нужны ли равные права для женщин, то мы бы этот референдум выиграли. So we are in the beginning of the first ever global values revolution. Поэтому сейчас начинается революция глобальных ценностей. And we are going from a system where money values ruled over people and nature to a system where people and nature will rule over the economy. И если раньше деньги господствовали над людьми и природой, то теперь интересы людей и природы будут господствовать над экономикой. Thank you very much. Спасибо. Давайте следующего нам эксперта. Ну что ж, Диана, it's your time. Good morning, and thank you all for being here. And thank you, the Post-Globalization Initiative, in the person of Boris, for the invitation. Ну, это благодарности, спасибо, нам сказали спасибо. Sorry for not addressing you in Russian. So this current summit this G20 summit in Russia marks 5 years of the summit that happened in Washington in 2008. That was just in the beginning of the financial crisis. В 2008 году, в самом начале финансового кризиса, был такой же саммит в Соединенных Штатах, в Вашингтоне. Then, right as in the moment, we, social movements everywhere, were already claiming that the G20 was not the legitimate body to address the problems that the crisis were just showing, the problems that were deeply rooted in the economy, but the crisis was just bringing up to the surface. Мы всегда доказывали, что кризис имел гораздо более глубокие причины, что причины эти были давно уже нам известны, и он лишь только выявил, поднял на поверхность все то, что было давно уже в глубине. The G20 is not legitimate because it was not mandated by the countries that are outside of this group to be, as they self-proclaim themselves, the space to manage the crisis and the global economy. В этом смысле Большая Двадцатка нелегитимна, потому что 20 стран не имеют полномочий, официальных полномочий представлять все остальные страны мира. То есть они принимают решения глобального характера, но всего 20 стран решают за весь мир. Plus, it's not transparent in the ways it's negotiating the so-called solutions that so far have shown to be such shortcomings and not really address the crisis. Кроме того, не было проведено серьезных переговоров, серьезной подготовки для принятия решений. И те решения, которые сейчас принимаются для борьбы с кризисом, это решения очень короткие. Это решения краткосрочные, не глубокие, не адресующиеся к реальным причинам кризиса.
After 5 years, what we see everywhere is that they were not able to put a stop to the deregulation, financialization, and liberalization processes that were the roots of the current crisis. В основе, в глубинной основе нынешнего кризиса последствия дерегулирования, последствия финансиализации экономики и всеобщей тотальной либерализации и приватизации. То есть вот то, что самое неолиберальная экономическая политика. И эти как раз причины, эти тенденции, их не остановили за прошедшие 5 лет, то есть в этом смысле ничего радикально не изменилось. On the contrary, they have been pushing for austerity policies like the ones Greece, Ireland, Spain and Portugal are having to face, very much pushed forward by the Troika, the European Commission, the Central Bank, the European Central Bank and the IMF. Хуже того, с такими странами, как Греция, Ирландия, Испания поступили вполне определенным образом, то есть в них проводилась еще более жесткая политика, политика жесткой экономии, которая фактически удушила экономическую и социальную жизнь в этих странах. Now, coming from Brazil and especially and from Latin America generally, we know very well that austerity policies that have been pushed in our continent for the IMF for so long are not at all solutions to a crisis, a recession. On the contrary, it just leads to more recession and for people really carrying the burden of the crisis. Мы в Латинской Америке очень хорошо знаем, к чему ведет эта политика, потому что у нас на континенте эта политика проводилась значительно раньше. Ее начали проводить еще до того, как она стала применяться в Европе, и она не только не привела к преодолению кризиса, не только не привела к экономическому подъему, но просто привела к тому, что тяготы кризиса, тяготы экономические диспропорции обрушились непосредственно на население, на подавляющее большинство жителей этих стран. Now, with the goal of looking democratic, the G20 has been setting up fake dialogues with civil society everywhere, and we have refused to engage in those dialogues because we know they're just a theater. You're not really going to voice the concerns you want, and they won't be integrated in the way they do things. Официально Большая Двадцатка всегда призывает к диалогу с гражданским обществом, но этот диалог, он скорее является формой театра, представлением, за которым нету никакого реального диалога, нету готовности идти навстречу и вести серьезный, откровенный, ответственный разговор. Because at the same time that they are setting up this type of fake dialogues, everywhere countries are repressing social movements, protests, like in Greece, like in Brazil as well. Like in places where people are facing austerity and going to the streets, like in Greece, to say they are against it, or in places like in Brazil where people are saying we don't want to see the public interest so captured by the corporate interests like this, people are being repressed. So this is a global trend, and this is their actual response. So that's why we also refuse even more this type of theater dialogues. О каком диалоге может идти речь, если на местах движения, выступающие против политики жесткой экономии, подвергаются репрессиям, подавляются или их требования игнорируются? То есть, если их требования игнорируются на локальном уровне, там, где есть массовые движения, то нет никакой причины думать, что будет такой милый диалог на уровне Большой Двадцатки. Now, as Kevin just said so well, this is not only a financial crisis, this is a multiple crisis, and the environmental axis of it is so important to understand what's happening. И Кевин уже сказал, что это не финансовый кризис, это в том числе экологический кризис, и глубинные причины этого кризиса должны обсуждаться, потому что они очень разнообразны. И они гораздо важнее, чем то, что обсуждается сейчас. But instead of dealing with it through a coherent transformation of the way the economy is ruled, what governments are doing is setting up fake responses to the crisis that are actually deepening the problem. И вместо того, чтобы всерьез адресоваться к корням проблемы, правительство постоянно прибегает к конкретным разовым мерам, которые зачастую делают ситуацию хуже, а не лучше. Like, for instance, for the climate crisis, for what we are facing with climate change everywhere, they are setting up what they call carbon credit markets that are not really going to address a solution. On the contrary, it's just creating new spaces for financial speculation. Ну, например, борьба с глобальным потеплением принимает форму торговли вот этими, как называется, квотами, торговли квотами, которые просто дают новый финансовый рынок,
на этой основе. То есть это очень интересно для финансистов, но это не решает никакой проблемы на уровне реально, на уровне атмосферы реальной. Or in other countries, in countries that big infrastructure are being built in order to grow more and more, because that's the whole myth, right? Like development should be about growing always without taking care about the consequences, both environmental and social. Ну или просто строят очень большие инфраструктурные проекты, реализуют большие затратные такие вот программы, при этом ничего не меняя на местах для большинства людей, которых эта программа не касается, потому что там построить одну большую дорогу или что-нибудь в этом роде. Like in Brazil, big dams are being built in the Amazon basin. Like there is a very big dam being built right now, which is illegal and really criminal, called Belo Monte. But there are other dams like these being planned, not as big as Belo Monte, but also. В Бразилии строится огромная плотина Беломонте для того, чтобы производить еще больше электроэнергии, но никто не спрашивает местных жителей, для которых строительство подобного рода плотины является катастрофой. Now, this crisis is only the peak of the iceberg of something which is deeper, and somehow it has been deepening since the 1970s, with the corporate capture of public interest. И этот кризис продолжает развиваться, начиная с конца 70-х, когда, собственно говоря, корпорации овладели процессом принятия решений, повернули их в свою пользу и фактически отстранили от участия в принятии решений другие силы и присвоили себе право решать, что является полезным, а что нет. If people and the environment have been deeply impacted, there is one actor that have really gained from this crisis, and that's transnational corporations. От этого кризиса на самом деле до сих пор продолжают выигрывать транснациональные корпорации. Transnational corporations have profited by privatization, speculating, and also setting up a juridical system that is really an architecture of impunity for their profit. Мало того, что они выигрывали от дерегулирования и от приватизации, фактически произошло изменение юридической системы таким образом, что они сделались по существу безнаказанными. То есть они теперь, по сути, обладают юридическим иммунитетом от какого-либо преследования по результатам своей деятельности. And this process is really deepening. Free trade agreements continue to be more than ever negotiated, like between the US and the European Union, Canada and the European Union, and now in Bali in December we're going to have the WTO ministerial, where they are trying to push for a package of liberalization. Ну и новые предложения, которые сейчас обсуждаются в рамках Всемирной торговой организации, куда, напоминаю, мы теперь тоже вступили, они направлены не на изменение тренда, а наоборот на углубление этого же самого тренда, на то, чтобы еще больше расширить права корпораций за счет ограничения прав правительств и парламентов. Next year in March there will be a BRICS summit in Brazil. В марте будет саммит БРИКС в Бразилии. We know that they're probably going to announce the BRICS Development Bank, and there was at some point some expectation that this development bank would do differently than other banks. И будет, скорее всего, объявлено о создании банка БРИКС, банка развития БРИКС. И первоначально с этим банком были связаны определенные надежды. But so far the signs are that this bank is just going to do the same as always, like capturing the resources, especially from Africa, where the bank will probably hold most of its operations. Но сейчас похоже, что этот банк будет работать точно так же, как другие банки, и, скорее всего, будет ориентирован на то, чтобы захватывать ресурсы в Африке, куда, собственно, собираются вложить значительную часть средств. Social movements are resisting this process and trying to push our governments to have a different approach to it. Социальные движения этому противостоят, и они пытаются добиться от своих правительств, чтобы курс был изменен, чтобы принимались во внимание социальные и экологические задачи. Обращаю еще раз внимание, мы тоже одной из стран БРИКС, и, соответственно, к нашему правительству это тоже относится. And at the same time that in South America we are pushing our governments to, especially Brazil, to approve the Bank of the South and put it in operation, which is a bank that really has a different take on development. И конкретно в Латинской Америке есть еще другой проект, это Банк Юга, который построен по другим принципам и который социальные движения активно поддерживают. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Диана. Thanks, Diana. Now, Lonг Ю. Please. Yes, take the mic and speak. Hello, everybody.
And I'm grateful for the post-globalization initiative and Boris for arranging this. Опять нас благодарят. But I'd like to stress that today I represent the China Labor Net rather than Globalization Monitor. И я представляю сегодня, говорит Лонг Ю, китайскую трудовую сеть, China Labor Net, то есть сетевую организацию в интересах труда. I was with Globalization Monitor 3 years back still, but I've started something new. Yeah. До этого он работал в организации Globalization Monitor, мониторинг глобализации. I think for the past, say for 10 years back, there are still people who thought that with the rise of China, it's going to challenge the neoliberal model. Но еще лет 10 назад многие думали, что взлет, подъем Китая, это будет вызов неолиберальному мировому порядку. I was challenging this kind of viewpoint for more than 10 years. Но я уже 10 лет назад говорил, что ничего подобного. And I think in 2013 today, it's very clear that China has become one of the great engines of a corporate-led globalization. И теперь, через 13 лет, уже можно однозначно сказать, что Китай превратился в один из инструментов вот этой корпоративной глобализации. And it has resulted in more than 40 million state sectors of workers being sacked. Being what? Sacked, being fired. Mm-hmm. Yeah. How many? 40 million. 40. 40. 40. million. В настоящий момент в Китае уволено, сокращено 40 миллионов работников государственного сектора. Plus 20 million from the collective sector. И десятки миллионов работников уволены в предприятиях так называемого коллективного сектора. And privatizations of many medium to small-sized state-owned enterprises. Идет массовая приватизация предприятий среднего и небольшого размера в государственном секторе. So World Bank has always seen China as a model for marketizations reform. Мировой банк всегда предлагал Китай в качестве образца рыночных реформ. Well, surely it does not think that China is neoliberal enough. То есть они всегда думают, что неолиберализма в Китае недостаточно, надо еще больше. In a recent internal report, the bank, in collaboration with some academy in China, proposed a privatization of the China Bank, which is now still wholly, mostly owned by the state. Сейчас в новом докладе Мирового банка предлагается приватизация Государственного банка Китая. Well, in fact, I think that this fact reveals one thing, that despite a big wave of privatizations and commercializations of previously publicly provided goods like water, like electricity, and so on, despite there is a big wave of privatization and market reform in these sectors, the commanding heights of the economy are still dominated by state-owned enterprises. Но командные высоты в китайской экономике все еще принадлежат государственным компаниям, которые, например, обеспечивают население водой, электричеством и другими базовыми ресурсами. And the World Bank doesn't like it, of course. So it's, Мировой банк настаивает на том, чтобы все эти сектора были приватизированы. So there's, I think, interesting about China is that I would define it as a combination of neoliberal model and also a state-led growth. Таким образом, в Китае мы видим на данный момент комбинацию неолиберального режима и роста, который поддерживается государством. So it is the two things. I don't think it is contradictory to each other. Но я не думаю, что здесь такое сильное противоречие. Because the one thing about, although China, many of its dominant industries still controlled by the state, but the problem is these state-owned enterprises really operate on an entirely commercial basis.
Но с другой стороны, многие государственные предприятия, формально находясь в собственности правительства, на самом деле функционируют исключительно по рыночным критериям и на коммерческой основе. And many of them, in fact, are helped by the investment banks of America. Say, for instance, Goldman Sachs, which helped the Sinopec and also the communication high-tech industry in China to be listed in New York, for instance. И многие из них уже тесно связаны с американскими коммерческими банками. В некоторых случаях американские коммерческие банки выводят эти предприятия на бирже на Западе. So what is interesting is that China is quite still a state-led growth, but at the same time the state is also commercialized to a very great extent. В этом смысле государство по-прежнему остается очень сильным игроком в Китае, но само государство становится все более и более коммерческим. Say for instance, in Hong Kong, the share markets, the Chinese state-owned enterprises has more than half of the total market value of the Hong Kong stock market. На гонконгской бирже более половины предприятий, которые котируются, это предприятия, которые формально еще являются госкомпаниями. It is more, even more in Shanghai and the Shenzhen stock market. А в Шанхае еще больше. But also you can also witness that all levels of the government departments are also involved in commercial activities. И все уровни государственных контор всевозможных полностью коммерциализированы. Чиновники занимаются все больше бизнесом. So in the end, we are witnessing a situation where the state bureaucracy has been devouring a larger and larger portion of social wealth since the market reform. И государственная бюрократия пожирает все большую и большую долю общественных благ. Yeah, say for instance, government expenditure as a share of GDP rise from 16% in 1952 to nearly 30% in the first 10 years of the 21st century. То есть в этом смысле доля государственных расходов в ВВП стремительно растет, почти удвоилась. And 130 state-owned enterprises accounts for nearly 60% of total market values in China. И 60% рыночной стоимости предприятий в Китае принадлежит именно государственным компаниям, госкорпорациям. But these state-owned companies, even if they are listed, they only until several years back, they do not allow the state to have any share of the profit at all. The state did not have a share of the profit until several years back. До недавнего времени при этом эти компании не отдавали даже небольшую часть своих прибылей государству. Все оставляли себе, хотя они были государственными компаниями. So that is why I think one of the reasons that neoliberals has or the liberal ideas of market is good has great following in China is because this appalling situation in the state sector, the corruption in the state sector. И главной опорой вот этих вот рыночных реформ является коррумпированная часть государственного сектора. But on the other hand, the nationalists who support more state intervention and more state control also points to the fact that market reform has resulted such a big downward mobility for millions of working people. Но, с другой стороны, есть националистическая критика происходящих реформ, которая игнорирует тот факт, что все-таки эти реформы создали много новых возможностей для миллионов китайцев. Many of you know that China has been enjoying a nearly 10% economic growth for the past 30 years average. Все-таки средний экономический рост Китая около 10% в год. China is now the second largest economic entity in the world. Китай сейчас вторая по величине экономика мира. But if you look
at the distribution of wealth, it is most people does not benefit from this so-called economic miracle. Но дело в том, что большинство китайцев очень мало выиграли от этого экономического чуда. That's why the wages as a share of the GDP drops tremendously for the past 20 years, more than 15% of dropping. Иными словами, доля заработной платы в валовом внутреннем продукте упала на 15%. And if you look at the jobs created by this tremendous economic growth, it is really, really pity. И посмотрим, какие ужасные рабочие места были созданы этим экономическим ростом. In the 1980s, for instance, for 1% of economic growth, it generates 0.3% of jobs increase. When? In the 1980s. В 80-е годы на 1% экономического роста был прирост рабочих мест 3%. But there is studies showing that, lots of studies in fact, from 1991 to 2006, for 1% of economic growth, it can only brought about 0.112% of jobs growth. В следующее десятилетие на 1% экономического роста меньше 1%, 0,1% прироста рабочих мест. Which means 9% of the economic growth cannot generate jobs. То есть, иными словами, 9% экономического роста не дает рабочих мест новых. And ILO study shows that even for those jobs which are created, they are more likely to be precarious jobs. И большая часть рабочих мест, которые создаются, это так называемые прекарные рабочие места, то есть нестабильные, без стабильной занятости, без трудовых гарантий, без перспектив. So in conclusions, I think the spectacular economic growth in China does not benefit the working people and farmers in general. Таким образом, большинство рабочих людей и крестьянство в Китае не получают благ, связанных с экономическим ростом Китая. And surely not the environment as well. Ну, не говоря уже о ситуации с окружающей средой. Maybe I do not have time to go over this, but just mention one fact that yes, since 2007, China has a spectacular growth in renewable energy. Считается, что в Китае растет производство возобновляемой энергии. But does this really benefit China's environment? Но что происходит с китайской окружающей средой? Not quite, because say for instance, 90% of solar panel produced in China is for export. Но большая часть, например, солнечных батарей, которые Китай производит, производится на экспорт. This is absolutely crazy and madness. Это абсолютно безумная ситуация. And we need to put an end to this. И это надо изменить. And therefore, I think instead of looking to the neoliberal model or to this kind of state corrupted, in fact, corrupted state-led growth, we need to look for an alternative for the people, a development which is for the people, non-profit, and not from corrupted officials. И поэтому будущее не за экономической политикой, основанной на неолиберализме, и не за экономической политикой, основой которой лежит государственная коррупция, а за переориентацией экономики на интересы большинства людей. And this is why we are here. И поэтому наш коллега здесь. Спасибо большое. Спасибо. Если резюмировать коротко, вот основная цель ваша – это построение создание новой модели накопления капитала. Ну, скорее, новой модели экономического воспроизводства. Но при этом вы говорите о том, что необходимо изменить основные общественные отношения и обеспечить более справедливое распределение богатства и власти. Вот в этой связи видите ли вы, в частности у нас в России,
те партии и движения общественные, какие-то социальные группы, с которыми вы могли бы на каком-то этапе, может быть, объединиться? Я просто прошу прощения, я думаю, что я, конечно, отвечу за часть, поскольку это отчасти еще российский вопрос. Да. Но я думаю, что потом мы просто обратимся к прессе, чтобы сейчас вопросы будут спрашивать, чтобы они могли задать вопрос непосредственно иностранным нашим участникам. Что касается российской части инициативы постглобализации, то мы не работаем с политическими партиями. По многим причинам. Во-первых, потому что нам, мне лично, по крайней мере, и большинству моих коллег и товарищей, категорически не нравится та структура политической жизни, которая у нас сегодня существует. И, кроме того, на самом деле, не политические партии у нас принимают решения. Давайте быть откровенными. На мой взгляд, как раз, опять же говорю, в данном случае только от себя, гораздо больше имеет смысл кое-где работать с, скажем так, с некоррумпированными или менее коррумпированными, продвинутыми чиновниками в том или другом секторе, или в регионе, или, по крайней мере, с людьми, там я не беру уровень их, так сказать, добросовестности, других вопросов, но которые заинтересованы в решении какой-то конкретной проблемы, так или иначе. То есть можно находить партнеров для диалога вот в этой среде, и это гораздо эффективнее, чем беседовать с политическими партиями, которые не имеют ни реальной власти, ни реального влияния, ни желания на что-либо всерьез влиять. Но наша главная опора – это, естественно, все-таки социальные движения, то есть те люди на низовом уровне, которые пытаются самоорганизоваться и что-то изменить, и в частности можно обратить внимание на то же самое движение в защиту образования, которое сейчас развернулось, сейчас еще движение в защиту науки, движение в защиту здравоохранения, вот эти все три, по крайней мере, движения социальных, которые достаточно развиты, в том числе и в Петербурге здесь, и которые, мне кажется, могут быть очень серьезными партнерами, в том числе еще потому, что там много образованных, компетентных, толковых, грамотных людей, профессионалов, да, и я думаю, что это кадры, которые, кстати говоря, могут сыграть немалую роль уже в дальнейшем развитии страны в целом, за пределами своих отраслей, но и по отношению к более широким вопросам. Спасибо, Борис. Коллеги, ваши вопросы представляйтесь, пожалуйста, руки. Да, пожалуйста. Значит, газета «Секретные материалы», я Евлевский. Значит, вот вы знаете, конечно, очень много интересного, спасибо. И я полностью согласен с зеленой экономикой. Но вы знаете, вот мне кажется, одно дело уровень of poor, which is probably a good thing. Мне же переводить надо. Как я могу вот переводить, если я вас не слышу? Наверное, я слышу. But at the same time, he's very strongly against the idea of equality, because he thinks that there are strong and weak people, and if strong people get suffering, so that's bad. So in that sense, equality is a bad idea, and this is an utopia. Конкретно ваш вопрос, Яков, пожалуйста. Значит, вот мой вопрос, что насколько это все серьезно, насколько это все не утопично, и не лучше ли как-то все-таки перекрещивать между собой какие-то элементы экономики. Допустим, считается 70% экономики должно быть частная, 30% государственная. Тут вопросов никаких нету. И экологизация, безусловно, нужна. Но вот делать бедных богатыми, слабых сильными, мне представляется, это утопично. Спасибо, Яков. Кто будет отвечать на этот вопрос, пожалуйста? Well, if you look at the statistics on the success of micro-enterprise lending, like the Grameen Bank in Bangladesh. Но если мы посмотрим как раз на статистику развития, скажем, микрокредитных банков, как, например, в Бангладеш, да? Their payback rate, their successful payback rate of their debt is better than most commercial banks. Тут мы обнаружим, что как раз эти банки, которые работают с так называемыми слабыми должниками, они имеют более высокий уровень возврата кредитов, чем банки, которые работают с более богатой частью населения. So let's compare two types of foreign aid. The dominant one, the World Bank, the U.S. government, they give money to the government of some poor country and hope that the money will trickle down to the poor. И что делают, скажем, Мировой банк, Международный валютный фонд, они дают деньги правительству в надежде на то, что рано или поздно правительство что-то там перераспределит и дойдет до бедных. Another model would be to fly in a helicopter over poor villages
and throw dollar bills out of the helicopter and let it flutter to the ground in poor villages, and it would have a greater impact on poverty than the dominant aid model. Для экономического развития гораздо эффективнее, чем проводить такие вот кредитные программы, просто пролететь с вертолета над бедными кварталами и разбросать деньги, просто чтобы люди их подобрали. There's a recent example in Kenya where an organization gave $500 to people, to poor people, with no strings attached, and they successfully used it to improve their standard of living by educating their children, housing. $500 free, no strings. В Кении был проведен такой эксперимент, что просто беднейшим слоям населения раздали, так сказать, наличкой по $500 на человека. И посмотрели, что получится. Выяснилось, что это резко улучшило ситуацию, причем не только в краткосрочной перспективе, но люди потратили деньги на образование, на воспитание детей и так далее. And one more thing. The World Bank and the International Monetary Fund for 67 years have given hundreds of billions of dollars, and inequality is worse and the environment is worse. И при этом программы борьбы с бедностью, которую провел Мировой банк, там были потрачены сотни миллионов или там, миллиарды долларов, и ничего не получилось. Но я хочу добавить от себя, понимаете, на самом деле это абсолютно тотальная и подлая ложь про то, что вот есть какие-то сильные и слабые. Это подлая ложь, которая построена по очень простому принципу. Во-первых, некие правила игры, которые существуют, они принимаются как абсолютные. Ну, допустим, Яков, вы очень хороший боксер. Вот, понимаете, значит, вы плохой боксер. Значит, если вас заставить боксировать, вас будут бить все время. Ну, вы очень слабый. Вы слабый боксер, плохой боксер. Если я заставлю все время заниматься боксом, вас будут регулярно бить. Я скажу, ну, видите, какие слабые люди, они же никогда ничего не добьются, понимаете. Есть замечательная совершенно игра, сейчас придумана, называется шах-бокс. Вот съел фигуру и в морду, да? Очень хорошая игра такая, сочетание интеллектуального. Да. Вот, в этом-то и дело, поэтому никаких слабых и сильных нет, это чушь собачья. А придумано, нет, этого нет, это придумано с очень простой целью. Для того, чтобы нам объяснить, что если вы сильный, то вас должно все устраивать, потому что вы сильный, у вас все хорошо, и, значит, все считают себя сильными, кто может, считают себя сильными, и поэтому они не борются, потому что их устраивает система. А те, кто считают себя слабыми, опять же не борются, потому что они знают, что они слабые, и они уже не борются, не требуют, они просят, они умоляют, они надеются, что им помогут. Никому помогать не надо, надо давать возможность развиваться. Это принципиальная вещь. А насчет... Да, конечно, бывают революции, и именно благодаря этому мы сидим не в пещерах сейчас. Спасибо. Коллеги, ваши вопросы, пожалуйста, руки. Да. Представьтесь. Я бы хотел задать такой вопрос, который, может быть, кому-то покажется странным. Кому вопросы только уточните? Всем. Чрезвычайно короткий. Хорошо. Если кто-нибудь из присутствующих, кто не считает, скажем, скандинавские страны идеалом развития современного... Не считает. Не считает. Здесь присутствующих. Идеалом развития, да? Да, вообще... Is there anyone in this room, in this group, who does not think Scandinavian countries are an ideal model for development? Which country? Scandinavian. Ну, я точно не считаю, например. Kevin? Well, I think the Scandinavian countries on all social measures are far better than the United States. I can say that for sure. Кевин говорит, что по сравнению с Соединенными Штатами, конечно, скандинавские страны лучше. Диана. I'm not sure I would say any country is a model, a complete model for what we want. Of course, it is a very advanced, these are very advanced societies in terms of social rights for their population, but there's still a deeper transformation of the economy that we want to see in place. Скандинавские страны, конечно, являются довольно продвинутыми по многим позициям, но они вряд ли могут быть модели для более глубокой трансформации, за которой мы выступаем. Лонг Ю. Oh yes, in general, I think, of course, the Scandinavian countries has a more significant social sector which China does not have. Ну, скандинавские страны, опять же, по сравнению с Китаем, имеют более развитый социальный сектор. But I think even the Scandinavian country people will be divided over whether their model is the best or the model will be sustainable. Но сами жители скандинавских стран, наверное, будут
разделены, далеко не едины по вопросу о том, насколько их модель является образцом, должна была бы быть образцом для других. Я хочу от себя добавить одну вещь. Понимаете, вообще, может быть, в России и в Восточной Европе очень много такой идеализации скандинавских стран, особенно Швеции, так называемой шведской модели. Но на самом деле, вот именно за последние годы, именно эти страны претерпели самые радикальные реформы, именно в духе неолиберализма, в духе, так сказать, дерегулирования, в духе сокращения социальных гарантий, в плане увеличения разрывов между богатыми и бедными. Кстати, результат мы видим. Те же самые волнения в Швеции, это результат 10 лет интенсивнейших реформ. Вот недавно я беседовал со шведскими коллегами, которые как раз сказали, что по интенсивности неолиберальных реформ Швеция является безусловно лидером в Европе. В этом смысле, например, Франция на сегодняшний день является в социальном плане гораздо более регулируемой и более стабильной страной, несмотря на все проблемы, чем Швеция. Спасибо. Коллеги, руки, пожалуйста. Представьтесь. Дмитрий Жваня, портал «Новый смысл». My question for Диана Агуар. В Бразилии уже много лет правит партия трудящихся. Brazil has a PT government. Был президентом Лула, сейчас Дима Русов. Under Lula Дима, погромче, если можно, чуть-чуть. Я перевожу, все нормально. Удалось ли этой партии реализовать часть той социальной программы, с которой она шла на выборы? Does PT succeed in improving the situation of the poor? Healthcare, education for the majority, not for the elite. Как решается вопрос с расселением was social program put into practice? What about favelas? Are housing conditions getting better? Is criminal situation getting better? Criminality. Okay. И не могли бы вы еще отдельно несколько слов сказать о недавних волнениях в Бразилии? And a few words about current news about the riots and protests in Brazil. И кто за этими волнениями стоит? And who kind of galvanized, who organized, who supported these? Спасибо, Дмитрий. Then, This is really not an easy question. сложный вопрос. Maybe just for the foreign colleagues who are here to understand, he's talking about the PT government in Brazil, what were the improvements over these 10 years of government, and the recent protest, who organized them, I mean, in general terms. That was the question. Okay. So for the first question, if the PT government succeeded in improving the situation, so this is a mixed situation. Противоречивая, сложная картина. There were a very important program. I mean, in one hand, the improvement of the minimum wage was clear and solid throughout the program. Реально повысилась минимальная заработная плата. Plus the cash transfer programs for poorer populations, really, these two combined help bring people, a lot of people out of extreme poverty. Ну и кроме того, просто давались деньги наиболее бедной части населения, просто кэш, так сказать, наличность, да, и это привело к тому, что количество людей, живущих вот в крайней нищете, резко сократилось. But these two, which means like the increase of their income of this part of the population, include them in the economy through consumption. Но это привело к тому, что они стали потребителями, они стали включаться в потребительское общество. Although there have been improvements in higher education, especially infrastructure for higher education, and some improvement for fundamental education and health. Были также определенные улучшения в здравоохранении и в образовании. These type of social infrastructure are far from what it should be in terms of really having a different situation for Ну, то есть была создана кое-какая инфраструктура, которая действительно улучшила положение дел, но она существенно отстает от того, что нужно. There is a trend of privatizing healthcare and privatizing basic education. И в то же время имеется тенденция в сторону приватизации образования и здравоохранения. So this is the mixed situation. I mean, if you ask if there were improvements, a lot through the inclusion through consumption and not so much in terms of the social infrastructure. В этом смысле скорее было улучшение в том плане, что люди постепенно начали включаться в потребительское общество, гораздо меньше достигнуто в сфере социальной или в сфере образования, в сфере, так сказать, доступа к инфраструктуре социальных благ. So this is part of why the protests happened. Собственно, из-за этого протесты и случились. Not only this, but also the fact that
in the build-up of infrastructures, huge infrastructures for the World Cup and the Olympics Games, and also in other types of infrastructure like the dams in the Amazon and so on, a lot of the affected population felt they were deprived of their rights. И люди почувствовали, что вот все это развитие инфраструктуры в связи с чемпионатом по футболу, это что-то, что взяли у них. То есть вместо того, чтобы создать соответствующие социальные инфраструктуры, которые непосредственно бы работали на большинство населения, были созданы вот эти вот огромные проекты футбольного чемпионата. Now, there is really no one that can answer a question of who organized. There is not one single political entity that organized the protest. Единой какой-то политической силы за протестами не было. This was the biggest, like the mobilizations you had in June in Brazil were the biggest mobilizations since democratization times. Но это были самые крупные мобилизации общественной со времен демократизации страны. All types of people were in the street, from people that are politically organized normally and people who never engaged in politics. Были самые разные люди на улицах, от тех, кто привык участвовать в политике, до тех, кто вообще понятия не имеет о политике. And that meant that people that were in the streets did not have a common agenda behind them. И у них не было единой программы, единой повестки дня. So you would see people with a very conservative agenda besides people that were asking for the reclaim of public control of key sectors of the economy. Ну, были люди с достаточно консервативными взглядами и люди, которые требовали, например, социализации ключевых секторов экономики. No, this is really very complex and it's very recent and we are also trying to understand what happened. I don't think I can really give an answer that would be enough to understand the whole process. Мы сами пытаемся разобраться, что же там произошло. Спасибо, Диана. Коллеги, есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста. Меня зовут Лилия, газета «Ведомости». У меня следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, в рамках Контрсаммита планируется ли проведение каких-то крупномасштабных акций протеста, может быть, каких-то вообще выступлений? В рамках Контрсаммита планируются только дискуссии и обсуждение содержательных вопросов. Я обращаю внимание на то, что, конечно, здесь ситуация, ну, мягко скажем, непростая. Напоминаю, в 2006 году, когда был саммит Большой Восьмерки в Петербурге, и да, все это кончилось Кировским стадионом, и, ну, честно сказать, мы совершенно сознательно пошли по такому пути, что мы разделили Контрсаммит и какие-либо активистские действия. Мы отвечаем только за Контрсаммит, только за дискуссию. Мы отвечаем, кстати говоря, за то, чтобы не было каких-либо неприятностей, инцидентов у наших иностранных гостей. Это тоже важный вопрос, нам об этом писали и спрашивали, можем ли мы гарантировать, что никаких проблем не будет. Мы сказали, что гарантировать может только Господь Бог, да и то не факт, поскольку, скорее всего, его нет, по крайней мере, я не уверен в его существовании. Но мы сделаем все возможное со своей стороны, чтобы избежать каких-либо инцидентов, провокаций и так далее. Поэтому, как бы, будут или не будут какие-либо другие акции, будут ли какие-то уличные протесты, мы об этом сейчас говорить, к сожалению, или там, к счастью, не можем. Спасибо. Коллеги, если да, пожалуйста, ваш вопрос. Скажите, вот, Представляете, Росбалт. Олимпиада в Греции привела потом к кризису, который потом достиг эту страну. Скажите, вот согласны ли вы с этим? И как вы думаете, как быть с такими масштабными мероприятиями, которые влияют на престиж страны, и все борются за них, но с другой стороны много и отрицательного потом? Ну, знаете, про Грецию, тут Василий Колташов сидит позади вас, он, может быть, два слова скажет про Грецию. Я не знаю, про Олимпиаду я ничего не могу сказать. Мне так лично показалось, что Олимпиада в Афинах была очень полезна, потому что она привела к улучшению транспортной инфраструктуры в городе, причем именно в городе, да, для населения. Но это то, что я видел как просто посетитель. Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Я, поскольку достаточно долго живу в Греции, в Афинах, я могу сказать достаточно точно. Так что, конечно, проведение Олимпиады сыграло отрицательную роль и способствовало подготовке Греции к кризису. Просто потому, что были взяты крупные займы, эти займы пошли на то, чтобы удовлетворить потребности финансового сектора, и это ослабило греческое государство. Но это все делалось совершенно умышленно, как способ обеспечить доход каким-то компаниям и крупным компаниям, в том числе строительным компаниям. Но это не является само по себе причиной греческого кризиса, который в первую очередь определен разрушением промышленности и сельского хозяйства под влиянием Европейского Союза, и в
в частности, переориентация экономики на туризм, а ослабление потока туристического потока в начале кризиса очень быстро повалило греческую экономику. Спасибо. Ну, они не специалисты по Греции, я думаю. Не про Грецию, а вообще, в принципе, таких масштабных... Okay. The question is, there are some big projects like World Championships, Olympic Games, whatever, that kind of stuff. Are they good for the economy or are they bad for the economy? Are they kind of increasing the crisis or are they combating the crisis? If you look at big projects, whether it's Olympics, sporting facilities, nuclear power plants, all of these large projects end up being subsidized by we, the people, but through our taxes, through government. Но в конечном счете все эти большие проекты субсидируются населением через налоги. I'll give you one example. In the United States, what killed nuclear power was capitalism. It's not profitable. It was never profitable. If it wasn't for government subsidies, nuclear power would not exist. Но в Соединенных Штатах, например, атомная энергетика тоже существует в основном за счет государственных субсидий. But there are many private companies that are benefiting from that. Но при этом частные компании получают непосредственно прибыль от этих субсидий. And this is why the movement in the United States is pressing for distributed renewable energy, small-scale, local renewable energy. Поэтому, скажем, общественные движения говорят, ну давайте субсидировать возобновляемые источники энергии, посмотрим, что получится. I really want to talk about that because, you know, next year the World Cup is going to be in Brazil and in 2 years the Olympics games are going to be in Rio. We definitely don't think this is a good thing for neither the economy nor the people. He was talking about the subsidies, but also there are big impacts on how these are handled. And for you to have an idea, FIFA demands the institutionalization of laws. FIFA, I don't know if people know what FIFA is. FIFA, everybody knows what is okay. FIFA. They demand a law that is unconstitutional for Brazilian constitution. FIFA требует много из того, что просто противоречит бразильской конституции. И значительная часть из этих проектов, они не только непосредственно людям ничего не дают, они не дают ничего для развития экономики дальнейшего. These sports events are business, with big transnational corporations profiting from it and FIFA profiting from it. The last people who really get something out of it are the fans of the sports and the population of the area. These are the least in their concerns. The biggest concern is to give profits to the ни спортсмены, ни болельщики, ни местное население особенно проку не имеют от этих вот больших вложений. В основном они идут на то, чтобы обеспечить прибыли строительных компаний и других корпораций, которые в это все вовлечены. I don't know if you know that the president of FIFA said that it's better to have the World Cup in a country that is undemocratic, so they do not have to deal with the pressure of society. Президент ФИФА недавно сказал, что в недемократических странах проводить чемпионаты удобнее, потому что нет всяких проблем с обществом. He said this in response to the protests that Brazilians were doing in June against FIFA. Okay, about not very democratic countries. Very briefly about Olympic Games in China in 2008. I think just then we heard there's some remarks. It's interesting. In China, it is much more easy because the Chinese government does not have to deal with the society at all. В Китае очень легко проводить Олимпийские игры, потому что никого не спрашивают, что там делать и как, просто приказали и сделают. Because we have been campaigning for labor rights in southern China, but a year before the Olympic Games, all Chinese labor groups and environmental groups and so on only get more civilians than before. За год до начала Олимпийских игр сразу увеличилась слежка за экологическими активистами, за профсоюзными активистами. And when the Olympic Games this started in 2008, all of us have to lay low. А когда начались игры, то нам просто надо было залечь на дно, потому что иначе могли быть неприятности. Тут все смеются, и я понимаю, почему. Да, представьте, пожалуйста. People started laughing because it's a very large situation in Russia. Это гражданский вестник. Да, я только добавлю от себя, что вообще-то советую обратить внимание на сайте РАБКОР. Мы как раз опубликовали протест Российской Конфедерации труда России, Российских свобод и профсоюзов по поводу закона о чемпионате
чемпионате мира по футболу 2018 года. Дело в том, что просто я как бы не комментирую, но по факту, цитирую высказывание Бориса Кравченко, председателя Конфедерации труда России, который сказал, что по факту в зоне проведения чемпионата мира по футболу и на строительных объектах прекращается действие Трудового кодекса Российской Федерации, а также некоторых статей Российской Конституции. Да. No comments. Без комментариев. Да, пожалуйста. Гражданский вестник, газета. Скажите, движение «Глобалистская инициатива» и вообще все, что вы говорите и делаете, это вот дело вашей совести? Вы просто не можете опустить руку и сидеть, не можете этого не делать, не говорить? Или вы реально верите, что в наше нынешнее время можно что-то изменить в борьбе против Okay, I think I have to translate first. Are we doing what we are doing because just we can't go otherwise, or we really think we can change anything? You understand the question? Yeah. Are we doing it just because we can't stop doing it? What we are doing, our activities. Are we doing it because we can't stop ourselves doing it just because of our own ideas, or we are really hoping to achieve some change? Kevin? If we thought we couldn't change things, we wouldn't be doing this work. Если бы мы не верили в возможность осуществить перемены, то мы бы этого не делали. There are two kinds of analysis. There is the analysis of the way things are, and there is the analysis of the way we can make things be. Есть двойной анализ. С одной стороны, анализ того, как обстоят дела, с другой стороны, анализ того, как могли бы они обстоять при других обстоятельствах, если бы этим занимались мы. We are not just objects of this system, we are subjects of history. Мы не объекты системы, а мы субъекты истории. There was a great Russian leader who raised the question, what is to be done? Был известный лидер в России, который поднял вопрос, что делать? And that is the question we confront. We have a child dying from the effects of bad water every 3 seconds on this planet. Каждые 3 секунды на планете из-за плохой воды умирает ребенок. Мы должны с этим что-то делать. The technology for purifying water could sit on this table and it costs less than $1,000. И технология для очистки воды стоит меньше $1000 за каждый юнит оборудования, и это не проблема. The reason that injustice occurs is not a lack of technology, it's a lack of political will by the people running the world. Проблема не в технологии, а в отсутствии политической воли у людей, которые управляют миром. So those of us who have traveled to the poor parts of the world and feel deeply solidarity with people who are suffering must take action to change the system. И если вы путешествовали в бедные страны, увидели, что там происходит, то вы понимаете, что это ваш долг что-то сделать. There is such a thing as moral authority, and it demands that we fight against injustice. Конечно, есть моральные обязательства, и они требуют, чтобы мы боролись против несправедливости. Yes. Coming from South America, I think I have to say that it's not only that we are hoping to see change. I mean, we have seen change happen. В Латинской Америке мы не только надеялись на перемены, мы видели, как перемены происходят. It's not ideal, it's not what we want, but it's a step forward. Это не некий абстрактный идеал, это шаг вперед. Some of my colleagues who are here in the audience are part of a coalition that in Latin America was part of the process that put a stop in the free trade agreement of the Americas. Мы смогли предотвратить подписание соглашения о свободе торговли для Америки, которое представляло реальную угрозу для латиноамериканских обществ. Social movements globally were able to voice the concerns on the WTO negotiations and really put a deadlock on the WTO Doha round. В начале 2000-х годов, благодаря протестам общественности, были приостановлены переговоры в рамках Всемирной торговой организации. Just to cite 2 examples, but if we are not fighting, be sure the situation would be much worse than it is. И как минимум, можно сказать, что если бы мы не сопротивлялись, все было бы еще хуже, чем оно есть. I think, in China, surely there are lots of people, and including Hong Kong, lots of people who think that we just can't do anything with this monolithic state. В Китае и в Гонконге есть множество людей, которые твердо уверены, что таким вот огромным мощным государством ничего поделать нельзя. And I read a scholar writing in a very
in a serious the academic journal, saying that how any sensible people who can calculate will know a collective resistance to the party state and its agenda is suicidal. Но при этом, если внимательно посмотреть на происходящее, видно, что имеет место очень большая, реально массовая ситуация сопротивления, низового сопротивления. But I think one of the things about we as human is the fact that we not always calculate very clearly in economic terms, in other personal safety terms, as a businessman will calculate his cost and effect. Но мы же не калькулируем, не рассчитываем каждый элемент, вот так как бизнесмены калькулируют прибыль там, и убытки. Мы нашу жизнь не так строим. Sometimes injustice has been done to the extent that people just can't endure anymore and they rebel without even thinking of any consequences. И очень часто, когда люди сталкиваются с несправедливостью до такой степени, что они не могут это выдержать, они восстают, не рассчитывая перспективы, не рассчитывая риски, а просто восстают. In fact, we have been following spontaneous strikes for more than 10 years in China, and you can always see this kind of scene. И это все время видно на спонтанных стихийных забастовках, которые происходят в Китае. That the workers was being exploited to the extent that they can't stand it anymore, and they just don't even consider what will be the consequence, and they go on strike anyway. И рабочие настолько возмущены тем, что с ними делают, что они начинают бастовать, не задумываясь о том, какие будут последствия. And more than 10 years from now, what progress we have made? И есть ли прогресс, достигнуто ли что-то за эти 10 лет? As organization, no, you can't make any progress. На организационном уровне нет никакого прогресса. But at least those workers' spontaneous strike do able to force the authority to admit one thing, that they cannot stop these spontaneous strike waves anymore. Но с другой стороны, власти вынуждены признать, что они уже не могут предотвращать вспышки подобных спонтанных протестов. They have to live with many strikes today in China. Они смирились с тем, что в Китае происходят забастовки. The workers has already got a partial victory. В этом смысле частичная победа уже достигнута. So I think in the longer run, I think people can still change their fate. Так что я думаю, что в долгосрочной перспективе люди могут изменить ситуацию. Добавлю два слова. Да. Вы знаете, тут вспоминается старая еще советских времен формула, что правда, она всегда торжествует потом или когда-нибудь, да? Вот, то есть я, в общем... И вода камень точит. Да, я вырос еще в Советском Союзе, в интеллигентной московской семье, где люди всегда придерживались, мои родители, этого же принципа. Но я хочу сказать, что есть как бы два уровня. Есть действительно уровень морального долга, или нравственных обязательств, или политических, идейных и прочих принципов, которые требуют определенных действий, требуют определенной позиции, требуют определенного участия. А уже дальше начинается вопрос тактики. Потому что действительно одно выгодно для движения, другое невыгодно. Здесь есть перспектива, здесь нет. Надо выбирать цели и объекты, по которым можно действовать. Да? Надо выбирать союзников, не всегда это идеальные союзники, не всегда они идеально соответствуют вашим собственным, даже не нравственным представлениям, но это уже вопрос тактики. То есть дальше вы приходите в реальный мир, где приходится иметь дело с, увы, реальными проблемами, и нужно рассчитывать свои силы и свои возможности. Поэтому я считаю, что и то, и другое необходимо. Да, необходимо, конечно, иметь некий моральный, вот этот самый категорический императив, и без него ничего не будет делаться, потому что иначе вы просто не начнете ничего делать всерьез, или очень быстро скурвитесь. Но надо иметь способность считать, надо иметь тактику, надо выигрывать конкретные сражения или конкретные столкновения, и, в общем-то, это иногда удается. Спасибо. Позвольте на этом нашу общую часть завершить. Я попрошу спикеров наших не разбегаться. К вам будут еще подходить журналисты за частными вопросами. Большое спасибо за встречу и успехов в работе.